Сегодня утром у меня началось не с кофе. Мац. У меня в двигателе кошка. Кис. Сегодня 29 октября, и мы приехали в город Бар. Тут сейчас много интересного, чего происходит. Но самое прикольное не это. Посмотрите. Очень тепло. Маш, тепло? Люб, тепло? Отлично. Мне кажется, даже жарковато. Тепло? Да. Тепло? Холодно. Вот мы и вычислили мерзлю. Сегодня здесь проходит какой-то праздник мандаринов. Где-то вот здесь. Ну, судя по всему, такое не очень масштабное мероприятие, но мандариновый сочок там будут наливать. А что это такое? А что это за такой плод? Ну, как зефирка в шоколаде. Да не в шоколаде, в сахаре. Посмотрите. Кто-нибудь знает, что это такое? Пишите в комментариях. А съедобно это или нет? Фотографы. А прикиньте, она съедобна, это самая вкусная вещь в мире, которую мы могли бы попробовать. Надо с пола подбирать просто какую-то получше. Смотри, снимай ее, снимай. Все нормально. Сладко? Ну, оно ледистое, что какое-то... И Маша будет сейчас есть. Чего тут странно, слушай, часть уже готова, часть какие-то цветочки. Ну чё? Зеленая, да? Прикольно. Прикольно? Прикольно. Дашь попробовать? Если через 2 часа не умру... А прикольно. Ты тоже попробовала? Морожку, что ли, напоминает? А? Морожку напоминает. Я взяла просто ее. Она кислая такая. Реально на морожку похожа. Угу. Что, ты единственное реально не попробуешь? Я не буду есть. Земляничное дерево. Не будешь есть? Короче, попробуйте плоды земляничного дерева. Очень вкусно. Вы понимаете, что в ней нет духа авантюризма? Нет, я просто хочу жить. Ну вот тебе нет духа авантюризма. Жить ярко ты не хочешь? Что ты выбираешь? Спокойная жизнь или смерть в лучах славы? Офигеть, посмотрите, целая стена. То же самое все. Маш, ты с запасом себе набрала? На обратном пути в пакет, да? Посмотрим, Слушай, или нет, я съела 3. Ага. Ир, так как ты не ела земляничные плоды, то иди отсюда, ты больше не в банде. Ира пошла просто заниматься английским в машину, так что не переживайте, все нормально. Так, похоже, праздник уже начинается. А выглядит и красивенько. В общем, такое мероприятие на самом деле себе, потому что ничто не продается, все раздается бесплатно, соответственно, налетели толпы людей сразу, окружили всех. Никаких визиток нет, то есть, потому что так-то можно было посмотреть, что красивые какие-то штуки, взять визитки и потом просто закупить у людей эти вкусняшки. Блин, ну, короче, такое, слишком много людей, слишком... Короче, блин, не люблю, когда вот это вот все бесплатно и вот толпы налетают. Поэтому мы идем дальше. Так, а вот этот корабль, точнее лайнер, это наша следующая остановка. Это лайнер Logos Hope, и он по совместительству является крупнейшей книжной плавучей ярмаркой в мире. Чего? Пойдем посмотрим. Я так понимаю, что для лайнеров он не очень большой, но для меня он очень большой, потому что я никогда в таких не был в лайнерах. Я тоже нет. Не была? Нет, смотри. Маша, ты в круизах не была? Вы не ездили? Нет? Прикол. Я помню, как... Купили билетики? Билетики по 1 евро. Logos Hope. Блогеры. Приветствую вас на борту Logos Hope. Здесь очень интересно, весело. Предлагаю... Раздеться. Ньют. Разделиться. Офигеть. Сколько тут книжек. Маш, ты потерялась? Да. Нарния? Что, короче, уже все. Это... Сколько у нас там денег, да? А здесь Они карты принимают, да? Да, карты принимают.
Что Комиксы. это? Библия в комиксах? Да, у меня, кстати, тоже такая была в детстве. Библия в комиксах? Да. Слушай, а вообще рисовка-то неплохая. Ну, то есть вот то, что было вот так же тоже сделано, комиксы. Мне, кстати, она нравилась. Я ни черта не поняла, что происходит, но нравилось. То, что она комиксами интересно. Слушайте, а вообще прикол, что меня даже в пришвартованном лайнере немножко прикачивает такое. Видимо, это не моя тема круиза. Совершенно другие обложки, и книги выглядят совсем по-другому. Да. Непривычно как-то. Прикольно. У нас как-то вообще стиль дизайна обложек совершенно иной. Выбрала себе Библию? Конечно. Вот этот челлендж. Нет, там есть в комиксах Библия. Нет, в комиксах не видела. Не видел? Пошли покажу. Пойдем. Вон. Прелесть. А это кто? Я не знаю, это как... Jesus will see an ancient dragon and devil him. Что-то я такого в Библии не помню. Это не важно. Главное заинтересовать ребенка, Ну понимаешь? да. И меня заинтересовало. Holy Bible Under the Sea. Кто из этих рыб Иисус? Думаю, этот парень. К сожалению, нет особо, знаете, хотелось бы какое-то красивое издание по истории искусства или что-нибудь такое с красивыми иллюстрациями или по кинематографу, но, к сожалению, нет. Все, на кассу идем? Так, здесь, судя по всему, какая-то очень важная философская история. Нам вот выдали вот такие штучки, но я не очень покупаю. Почему называется хоп? Тоже здесь все про веру. Ну да. Тут, видимо, да, про то, как Иисус помогает вам в сложные моменты жизни. Ничего себе, посмотрите, здесь разрез дизельного двигателя. Интересно, это который здесь используется на этом, на не кислый такой поршень, да? Охренеть, конечно. Мощь. А, еще такой прикол, представляете, на корабле можно расплатиться картами, но только кредитными картами. Дебетовыми картами платить нельзя. Но у нас, естественно, нет кредитных карт. Слава богу, что у нас хотя бы дебетовые есть. И поэтому пришлось кэшем платить. Я, кстати, впервые с таким сталкиваюсь. Странная вещь. О, смотрите, тут капитан. Капитан Ира Воробей. Так, если вам было интересно, вот QR-код, чтобы посмотреть Facebook-страницу Логоса. Слушайте, самое большее, что мне понравилось, здесь в кафетерии очень красивые портреты. Очень красивые цвета и текстуры. Скучаю по Питеру. Смотрите, здесь такая удачная карта. Помните, когда-то давно я говорил, что покажу вам, откуда я. Смотрите, вот Ростов. Где здесь Ростов? Вот город, где я жил, Ростов. Вот Санкт-Петербург. Кто смотрит наши влоги, тоже знаете, что я очень люблю Санкт-Петербург. Отходим назад. А сам я вот отсюда. То есть я родился вот здесь. В Корякском округе, в селе Каменское. То есть на самом деле до Америки мне где-то было в 4 раза ближе, чем до Москвы. Странная история, да? Слушайте, вообще меня реально немного укачало. Я вот сейчас иду, и меня прям подташнивает. Прикол. Ир, похоже, ты в круиз без меня поедешь. Конечно. Возьмешь меня с тобой. Я подумаю, как себя вести будешь. Так, я не подытожил. Вообще, мне понравилось. Немножечко, конечно, разнообразить бы именно ассортимент книг, но в целом прикольно. Ну, это очень необычный опыт. Если бы меня еще сейчас не подташнивал, то я бы еще более позитивно все рассказал. Так, смотрите, все, мандариновая тусовка тоже закончилась. Видимо, все скушали. Ир, а куда мы дальше? В старый бар. Мы в старый бар еще хотели съездить в 2020 году. Но потом великовидные ограничения, все вот это. И мы так туда и не попали. Так что давайте решим наконец-то этот челлендж. Закроем раз и навсегда. Ну или раз и не навсегда. Вот он, видимо, старый бар, да? Да, ну вот смотри, парковка. Так, все, машину парканули возле старого города. Парковка платная, 3 евро. 2 евро. Где?
Нам сказали 3, а он кричит 2 евро. Да ты чё? Походу... Индивидуальный подход. Да, индивидуальный подход. Может, они считают? Ну, давай, расскажи немного истории. Я забыла, пока учила. Это старый город, он в 5 километрах от моря. Почему? Потому что на них часто нападали пираты, им было лень, видимо, обороняться, и они просто переезжали. И ну, Постоянно. сильно. Это мощный ход. Да, Полако. Полако. Никак не можем отойти от входа в старый бар, потому что на сувениры накинулись девчонки. Что вообще прикольно, не похож, да, на другие города? Другой. Вообще совершенно другой. И Сараево есть, и Мостаровская что-то, да? Мне кажется, что нет. Он, что Мостар был такой более узкий, а какой-то широкий, прикольный. Интересный. Вау, какой тут КТ, смотрите. Смотрите, значит, то все были как бы такой окрестности старого города. А билет в сам старый город, вот за ворота сюда, стоит 3 евро с человека. Здесь около 240 каких-то помещений. Вот видишь, видимо, каждое сделано как дом бывший, еще что-то. То есть это как археологический музей. Да. Типа того. Как Танаис или Херсонес, Да, короче. типа его около 2-3 часов, чтобы, если в каждый заходить. То есть вот, смотрите, видите, руины. И вот реконструкция, как ученые предполагают, выглядел на этом месте домик. Ну, симпатично, кстати. Я бы в таком жил. Смотрите, вот это вот все руины монастыря Святого Николая. Тут вот все написано. И самое интересное, что написано, что он был уничтожен при взрыве хранящегося в нем боекомплекта в 1912 году. Неприятно. Смотрите, как прикольно. Видите, за деревянными ставнями скрывается расписная стена. Цитадель. Нам сюда. Ух ты. Масштабненько. Ух, ё. Так, ничего не понятно. Сейчас на iPhone переключусь, пошире возьму. Охренеть. Вообще страшненько вниз смотреть. Как тебе такое? Офигеть. Ага. Посмотрите, а вот это оливковая роща. Видите, вот это вот оливки. Так, Маш, говоришь, боишься высоты, да? Да. Значит, пошли еще выше. Будем бороться с фобиями. Да. Маш, улыбнись, твои потомки смотрят этот влог на ютубе. Не будет потомков. Смотрите, а это пороховой склад. Здесь ядра, всякие осколки. Вот интересно, что монастырь у них взорвался, а пороховой склад нет. Фрагмент надписи из церкви Святого Николая. Офигеть. Смотрите, а где-то здесь находились руины собора Святого Георгия. И что вы думаете? В 1881 году он взорвался из-за детонации боеприпасов в связи с попаданием молнии. Какого хрена вы в соборе храните боеприпасы? Так, сейчас солнце, конечно, не в очень удачной фазе, но это город-бар. С высоты города Старый Бар. Кстати, прошло уже примерно несколько часов, часа 3 после того, как мы ели плоды земляничного дерева, и мы все еще живы. Так что, Ира, ты многое потеряла. Ничегошеньки. Возможно, я сохранила себе жизнь. Нет, уже прошло 3 часа, мы все еще живы. Мы еще не знаем, как на это на вас отразится. Посмотрите, а вот это карта, видимо, старого бара. Дерево. Прикольно. Все в старый бар. Тут круто. Давай пройдем-то это тест. Смотрите, это дерево растет и вообще не жалуется. Я вчера уже написал пост. Веселого Хэллоуина у нас не получилось, потому что везем Дина в ветеринарную клинику, где будут его усыплять и вырывать у него зубы. Ну, один как минимум, но я думаю, гораздо больше, конечно. Возраст, конечно. Че, пацаны, на солнышке греетесь?
Поехали в ветеринарку. Че, Дин, такой радостный бежишь, не ожидаешь подставы, да? Нет. Все хорошо будет, малышок. Все, отдали Дина. Ну, теперь нам позвонят, скажут, когда его забирать. Ждем. Это пара часов, я так думаю. Что вы тут делаете? Успокаиваем Елвиски. Сидите, стоять. Да, сидите, стоять. Все, позвонили из ветеринарки, вроде все хорошо, можно через минут 20, сказали, забирать. Сейчас Ира дотренируется с Джеем и поедем. Расскажи, как ты себя чувствуешь? Я вообще не понял, что это было, сказать. Мне зуб удалили. Вообще, да. Я не хотел, мне нравился. Дин как будто бы чувствует себя очень хорошо, потому что даже не сонный такой, видите, довольно-таки активный. Ну, сонноватый, но в прошлые разы, мне кажется, было гораздо хуже, да? Значит, смотрите, ему сделали рентген, все зубы осмотрели, удалили всего один зуб. Один зуб был нехороший. Ну, они все видели, потому что они почистили ультразвуком все, то есть смогли хорошо рассмотреть. Значит, остальные зубы, ну, приемлемые, их удалять не надо пока. Итак, что нам это все обошлось? Рентген-диагностика, удаление зуба, анестезия, удаление камня и также все лекарства, то есть все вместе обошлось 128 евро. Плюс-минус, как в России, да, не помнишь? Это... 5-6 тысяч. Ну, в районе 6 тысяч всегда платили, да, за чистку. Ну да. С удалением. Я уже не помню. Мы Ну, ему ну, чистку делали давно уже. Ну да. После этого мы же чистим постоянно, и она ему не нужна даже была. Ну да, мы Дину каждый день чистим. Ну да, хороший. Почистили, ага. Каждый день зубы чистим, поэтому они у него довольно-таки приличные. Вообще, слава богу, что все хорошо прошло, у меня отлегло, потому что очень сильно переживал. Но спасибо вам за вашу поддержку, за все, что вы написали в комментариях под постами, которые я выкладывал. Большое спасибо. Все, малыш, мы дома, можешь отдыхать на своем любимом месте. Дин любит вот здесь вот в углу дивана на вот этих подушках спать. Джей, отстань от него. Не приставай к брату. Сейчас 6:30 утра. Мы уже проснулись, мы куда-то идем. А это значит, что какое-то очень важное мероприятие намечается. Иначе просто так и не проснулся. Скажи, не, а я нормально, скажи, я всегда так просыпаюсь и ничего. А еще прикол, то, что моя машина в ремонте. Ну, потом расскажу, что с ней. И мы сегодня поедем на Toyota Yaris. Знаете такую машинку? А едем мы в Подгорицу, в аэропорт. Встречать мою маму, которая летит нам в гости. В гости или жить? Ну, без обратного билета пока что. Пока в гости. Там посмотрим. Ну что, вообще машина мне нравится. Для своего размера, как бы, тянет нормально. Кушает бензина, я так понимаю, немного. В городе парковаться удобно. Отзывчивая очень на педаль газа. В общем, прикольная тачка. Можно брать. Но я себе маловероятно, что куплю Toyota. Расскажу сейчас почему. Когда я работал еще на обычной работе, у нас коллега у меня был, и он очень любил хвалиться своими вещами. Вот он купил как-то себе машину Toyota и рассказывал: господи, какая же это самая лучшая машина в мире. Toyota — это самая лучшая машина. Ты ничего не понимаешь. Вот Toyota, вот это вот машина. И рубашки в Хендерсон, очень хорошие рубашки. Сходи, купи рубашки в Хендерсон. Хендерсон вообще хорошие рубашки. И Toyota классная машина. Вот еще какие-то вещи он про это мне рассказывал, но я запомнил только вот Хендерсон и Toyota. И теперь я, естественно, никогда в жизни не куплю себе рубашку в Хендерсон, и никогда в жизни не куплю себе Toyota. У меня просто деформация произошла. Все, конец истории. Проработай это со своим психологом. Да, надо будет. Не, ну, конечно, по горам ездить, конечно, мощности не хватает. Прям в горочку так шумит.
обороты поднимает. Солярис мой, конечно, пободрее. Ну ничего. Там туда-обратно, как к Хоббиту. Немножко туманно сегодня. Не, ну такое только в Черногории могло случиться. То есть взяли талончик, заехали на парковку. А вон место освободилось. В общем, заехали на парковку, взяли талончик. То есть все нормально. И я 15 минут примерно ездил по парковке, искал место. Ира уже пошла маму встречать, ну а я побежал. Кто это приехал? Ну вот. Кто это приехал? Закрывает. Привет. Летела. Пошли. Что по багажнику? Ну, такой. В принципе, для города норм. Чемодан большой влез. Средний, небольшой. Большой бы тоже влез. В чем преимущество Черногории? Зоомагазин работает с 8 утра. С 8 до 8. И мы уже смогли корм купить. Кайф. Все. Приехали. Кстати, забыл сказать, машина нам обошлась в 65 евро за сутки. Ну, по сути, мы съездили туда-сюда. Ну, то есть это дешевле, чем такси вышло. Ой, кто тут? Кто тут? Это кто? Это кто? Это кто? Это что? Это бабушка? Бабушка! Тихо. Эй! Так, мама разбирает барахло и... Скажи, мама, бабушка привезла мои кнопки. Да ты чё? Да, скажи, мою серебряную кнопку и золотую кнопку YouTube. Ты к серебряной не имеешь никакого отношения. Ну, золотой зато имею вообще-то. А золото дороже серебра, я знаю. И смотрите, еще мама привезла календарь. Здесь полностью календарь из Ириных фотографий. Это Софи Корги. Здесь можете перейти в Инстаграм Софи Корги. Мы проводили фотосессию, и это все Ирины фотки. То есть кто-то на стоках выкупил фотографии, сделал целый календарь. Прикольно. Смотрите, привезли спасательный жилет и купальник, как и спасатели Малибу, Baywatch. Будем снимать, козы, Лайфгварда новую серию. Самая важная вещь. Мы здесь не могли нигде найти. И в Любеницах не было, а Икеи тут нет. Живем? Живем, да. Можно теперь бутылки закупоривать. Сколько лет? Две, что ли? Лет 5. Нет, другая, это для масла. Без бабочки я не стала ее вести. Ну вот. Намного. Ну просто Неспрессо у вас стоит просто каких-то космических денег. Да, сейчас вообще у нас... Походу проще будет, знаешь, это вылететь В Белград слетать. В Белград слетать, выйти на день в Белграде, затарить полный чемодан кофе и продать его в России, короче, купить все. Ну да, потому что он где-то кофе в Неспрессо в 3 раза подорожал в России после того, как официально перестал продаваться. Жесть. Что, красивенько, да? Подписота, скажи. Мы снимаем ролик, где я играю главную роль. Я играю роль водоплавотика Дзейки. И скажи, я меняю клан. Да. Ну, конечно же, кран меняет Дима. А как могло быть иначе, да, Дима? Смотрите. Как они получаются? К крану была вот такая инструкция, но она так себе. Икеевская лучшая инструкция. Ты разобрался в инструкции? Или икеевская лучше? Кран тек. Больше не будет. Короче, не удается так подлезть, и поэтому раковину снимать придется. Мы, конечно, делать этого ничего не умеем, но мы смотрим YouTube. Да, Дима? Ну, наш... Ты посмотрел ролики на YouTube? Зачем? А, даже так, понятно. Бежим отсюда. Он не посмотрел ролики на YouTube. Дин, прячься. А в это время камера вот так вот закреплена на штативе. Стоит статично. Самое главное, ее не сдвинуть. Потому что если мы ее сдвинем, придется потом старый кран опять ставить. Понятно? Значит, не очень хорошо. Так, ну-ка. Проверка от Джей. Джей только на камеру работает. Так работает Дима. Получается, да. Ну что, поднимаем? Да, понимаю.
Ну что, Дима, новый экран-то получше? Слышишь, что я переживаю? М? У меня новое переживание. Смотри, вот эти вот, которые в бойлер идут, Ну. они шире, чем вот эти вот. Да ну нах. Что, переходники нужны? Так, ну вот так вот. Смотрится сейчас все. Сейчас засиликоним, потому что у нас, представляете, было не засиликонено здесь. И вон уже столешница промокла. Ну что значит, люди не смотрят строительные YouTube каналы, да? Да. Не знают, что надо все силиконить. Ну, мы все подключили, вроде все четко. А этот... Бойлер пока не надо, он это самое. Давай, кран открывай. Надо посмотреть, ничего ли не течет. Краник хреновенький, да, там? такой вообще галимый. Так, ну на первый взгляд ничего не течет, да? Как будто да, но... На, включай, включаем. Давай. Сейчас он. Так. Течет. Так, ну с первого раза не получилось. Подтекает. Сейчас затянем посильнее. Попытка номер какая сейчас будет? 4. 4 уже? Ого! Надо, чтобы Дзеечка присола заплался. Один тебе, фиг. Вот видишь, и Течет. не лопнуло, Красное. страшно, перетянуть нельзя. Попытка 7. Ну, в общем, мы провалились. У нас у крана лопнул шланг. Перетянули. Сила есть? Это все Ну, просто некачественно. исторически сложно. Не, просто некачественно, я считаю, некачественно. 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 Работаете некачественно? Нет, некачественно. Работайте. Нет, некачественно. Некачественно. Работайте. Так, ну что, мы сломали кран окончательно. Не поняли, как поменять в нем шланги. Я не понимаю, как это вышло. Все, у нас был план. Мы не понимаем, что происходит. Если бы мы понимали, что происходит, но мы не понимаем, что происходит. Потому что Дзеечку не позвали. Ну, в общем, мы просто уже как бы его и не починим, и не соберем, поэтому сейчас пойдем за новым краном. Да. Сантехники. Никому не рассказывай. Мама, никому не рассказывай только, хорошо? Папе не рассказывай, пожалуйста. Скажи, что все хорошо получилось. Ну, каково это, когда у тебя муж и племянник криворучки? Да я привыкла уже. Ничего от них не дождешься. Это бы сантехника наняли, да? Вообще. Есть специально обученные люди. Чего вот это выпендриваться? Кстати, кран стоил 100 евро. Вы уже все понимаете, что это мы специально сломали кран, чтобы на влог вот это все заснять. Специально. Я не мог так накосячить, да, папа? Да. Папа будет гордиться тобой, когда мы все сделаем по-настоящему, а не для влога, да. Да. В общем, в связи с тем, что неудобно жить без крана на кухне, мы прямо сейчас идем в магазин, и пока мы не справимся с этим, мы будем стараться. В крайнем случае установим старый. Ну что, кровь. Попытка номер 150? Кажется, это 10-е. 11, по-моему. 11, да. Так, смотрите, мы сейчас купили новый кран. Будем пытаться установить его. Вот так вот он будет смотреться. Ну, кстати, очень даже ничего. А самый прикол то, что у него в комплекте весь инструмент нужный есть. Хотя он дешевле прошлого. Так, физически мы кран прикрутили. Но в прошлый раз у нас тоже с этим проблем не возникло. Включай. Ну чё? Этого не может быть. Победа? С 13-го, да, раза? Да.
Ну, 13 хорошее число. Да. Красивое. Ир! Люб! Идите принимайте работу. Чё? Ну, признай, что мы молодцы. Нет, козы, вы заделываете мою еду вообще-то. Если вам не нужно, как нам, снимать это все для видеоролика, то вызовите сантехника, вызовите профессионала. Не занимайтесь вот этим вот. Вызывайте нас. Не рекомендую. Не слушайте ее. Просто Да, Мы посмотрите, научились. сними теперь комнату, если вы хотите, чтобы в вашей комнате было так же. в следующий раз у нас будет лучше. Комната – подтверждение того, что мы имеем опыт. Да. Научились. Ну подумаешь, ну немножко у нас творческий беспорядок. Мы не понаслышке знаем, как менять краны. Think about it. Сантехники, день номер 2. Дим, ну сегодня у тебя уже больше опыта? Сейчас у нас серьезная проблема. Какая? Другой диаметр? Кажется, да. Пошел за плоскогубцами. В общем, в чем сегодняшняя суть сцены? Нам надо снять этот кран и пустить такую струйку вверх просто воды, без ничего. Без крана. Типа Джей снял кран этот. Так, ну а Гриша снимает на стоке, да, все? Ну я же не Залетел. просто так пришел. В общем, если кому-то нужен сантехник в Будве, Барбечиче, ну, в принципе, все побережье, вы знаете, к кому обратиться. Вот его Инстаграм. Его помыть. Так, у нас, в принципе, все готово. Сейчас мы здесь порядка наведем немножко. Красоты, порядка. И будем снимать. Ну, сегодня мы сильно быстрее справляемся с сантехникой, потому что опыт. Так, все, сняли сцену. И теперь возвращаем все обратно. Но мама заодно еще и помыла кран. Теперь у нас кран еще как новенький. Как же полезно такие съемки. Наверное, в следующий раз что-то про ремонт надо снять. Да, подумаем. Да. Дим, хочешь стены покрасить мне? Почему нет, я люблю. Ну да. Рукастый парень все-таки. Папа может тобой гордиться. Так, снимаем очередную водяную сцену. Гриша, ты готов? Я готов. Если сегодня не получится, придешь завтра. Да, Люб, слушай. Надо вот это, наверное, убрать твое, а то мы сейчас зайдем. Смейте куда. Помочь? Фига себе ты длинный. Это мой брат. Вы что, вы случайно не под вы случайно не под бадминтон? Я люблю бадминтон. И вас люблю. В ахуе и А такой. мы-то с Димой можем просто взять и закрыться. Вот это вот твоя фото. Ох уж этот водонепроницаемый чехол за 50 центов. Сейчас у меня калибровки нет. Уходи. Как будто бы да. Последний такой тупой был. Да, не смеемся. Так, у нас потери случились. Снимали же мы с Ириным телефоном, и он пока не запускается. По идее, он, конечно, влагонепроницаемый, но он уже довольно старенький. Вообще, скорее всего, просто Ира хочет себе iPhone 14 Pro. Нет, Да ладно. мне мой устраивает. Да ладно, хочет 14 Pro. Да знаем мы. Нет, их нет фиолетовых, сказал. Там есть красивые мамочка. Но только они нос не распознают от 50-ок все и все. Все еще не распознают. А знаешь, сколько ты иглусок, малыш? Сколько? Не знаю, надо считать. 1000, наверное. 100, по-моему. 100 игрулей. Да, 100. Может сказать, еще у нас 20 за эти кланы челтовые не купили. Вообще. 20 иглулей, космал какой. Так, ну, момент истины. Несколько часов стоял сох он. Яблочко появилось. Ну, давай, заводись. До этого в этот момент вот яблоко появилось,
несколько секунд и отключался. Походу запустится. Запустился. Уихи! Жена! Запустился. Не дотянул. Нового айфона не будет. Зачем горячий? Ну, потому что я его грел, сушил. Поздравляю. Спасибо. Пронесло. Вот так незаметно пролетел месяц, и мама нас покидает. Ужас. Почему не остаешься? Ну, там отец один, ты что? Вас тут много, папка один. Скучает. Ну, Он уже, Лена, Сережа, каждый день ему звонили. Вчера, говорит, уже у папки голос повеселел уже. понятно. Вообще наших приключений мы особо не поснимали, ну потому что и приключений никаких не получилось. На улице была дождливая погода почти все время. И в основном мы сидели дома и ели мамины вкусняшки. Ну, посмотрите, по моему круглому лицу видно, да? А, Любина, точно, Люб. Посмотрите, что это такое? Плюс 20 сантиметров на талии и бедрах. Это может уже и 3. Уже 3, я думаю 3 точно. А может быть даже 3,5. Ладно, поехали в аэропорт в Подгорицу. Слушай, мама улетает, и сразу солнышко, да, вылезло? Такое типа, ну все, можно светить. Да. Короче, понятно, кто к нам дожди привез. Все ясно. Погоду, да? Ага. И они вот такие, как птичечки. Похоже На птичек. Красиво. Это моя машинка, у нее тут случился вынужденный ремонт. Поменяли суппорт на заднем правом колесе, у меня колесо заклинило. 165 евро мне обошелся суппорт вместе с заменой. Или это без замены. Ну, что-то плюс-минус. Ну, такая история, конечно. Было неприятно, когда заклинило колесо. Машина, конечно, уже старая. Нужно думать, что делать, конечно. 10 лет малышке уже вот-вот исполнится весной. И все-таки машина звучит как-то неприятно. Есть какой-то посторонний гул еще. Я думал, что это все-таки как-то связано с суппортом. Но, видимо, нет. Видимо, ступичный подшипник, наверное. Еще один. Короче, надо малышку ставить на самом деле на диагностику и прям чинить. Смотреть, что там. Без толку. Ну что, мама, как отдохнула? Отлично. Отлично? Конечно. Понятно. Ну, здорово. Ну все, маму отправили, едем домой. Будем теперь доедать остатки того, что она нам наготовила. Там чуть-чуть осталось. Все, наше новое мокрое видео уже на канале. Можете посмотреть его всплывашки вверху экрана. Я все время путаю, где всплывашки, здесь или здесь. Вроде бы вот здесь. Надеюсь, вам понравится. Это было, наверное, самое сложное видео из коротких. То есть оно очень короткое, но снять его было очень сложно. Вот эти вот планы с кранами, с водой, этот план сверху, который Гриша помогал снимать, все очень сложно, конечно. Поэтому смотрите, думаю, вам понравится. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще много чего интересного. Пока.